Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я хочу показать декор с новой филигранью. Вот такая интересная вытянутая филигрань, и вот что получается. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Продолжаю декорировать елочные шары, и сегодня это у меня шары 8 сантиметров. Вы часто задаете вопрос, какой диаметр. Это 8 сантиметров. И буду декорировать верхушку. Верхушку я декорировала разными вариантами, но сегодня буду использовать вот такие стразы. Можно использовать любые, какие есть, но лучше всего, которые у нас идут плоский низ. Так как у меня здесь сочетается и красные камни, и светлые, то я решила, и вот эти белые я решила сочетать и белые, и красные камни. Поэтому я беру клей и вот по этим сторонам, где у меня подклеивается, где вот эти вот длинненькие, я буду подклеивать вот такие длинные стразы. Карандаш перед работой лучше подточить, а то бывает он стоит и стразы они не прилипают. И между ними я подклею такие белые ромбики, серебряные. Вот что у нас получается. Также обработаю все остальные заготовки. Я буду приклеивать бантик. Лента у меня идет 16 миллиметров, и делала я бантик на шаблоне 9 сантиметров. В последнее время я очень часто использую именно 16 миллиметров ленту. Почему-то заказчики именно спрашивают ее. И приклею бантик. И даю закрепиться. Для декора я буду использовать вот такую новую филигрань. Она у меня 85 миллиметров на 35 миллиметров. Очень красиво смотрится в декоре. И я ее подгибаю. Вот нижнюю часть под пальчиком, чтобы к шару прилегала, а верхнюю часть наоборот. И получается вот такой вот овал с одной стороны и другой. И я размещаю вот таким образом, чтобы вот этот край был чуть выше, чем у нас вот эта верхушка. И наношу немного клея вот сюда, чтобы закрепить. И вот сюда. И подклеиваю, чтобы мне было удобно пришивать. И даю закрепиться. И теперь я филигрань буду пришивать. Многие в интернете говорят, не надо пришивать, но это дело каждого. Я и пришиваю, и приклеиваю. Если вы делаете для себя, то можно не пришивать. Но если вы делаете на заказ, то пришивать я пришиваю, так как будет очень неудобно, если вы будете делать на заказ и все отвалится при транспортировке. Поэтому кому выбирает каждый, кто как хочет, чтобы все дошло до клиента в целости и сохранности, или приклеить и пришить, и быть уверенным в том, что все будет идеально. Я подшила нижнюю часть, и теперь иголочку перевожу вот наверх нитку и подошью вот здесь. Для серединки я буду использовать вот такой овальный камень. Я редко использую овальные или круглые, но вот это именно тот случай, когда сюда он подходит. И наношу достаточно много клея. И укладываю камень. Теперь наношу клей вокруг.
и подклею стразовую цепочку. Стразовую цепочку я в этом случае беру 2,5 миллиметра и укладываю вокруг страза. Все выравниваю, пододвигаю и даю закрепиться. Сверху и снизу от овального камня буду использовать вот такие капли. И буду приклеивать их вот сюда. И также я подготовила стразовую цепочку, которую буду все это обрамлять. Поэтому беру клей и наношу. Наношу клей, вот не доходя до цепочки, потому что потом буду наносить клей для того, чтобы обрамить этот страз. И нанесу сразу и внизу, чтобы клей немного закрепился и страз у меня не плавал, чтобы он зафиксировался. Оставляю здесь примерно 2,5 миллиметра, чтобы мне хватило продеть цепочку. И снова наношу вот так клей около основания страз. Я заранее подрезала цепочку и один край укладываю выше, а второй вот так аккуратненько пинцетом пододвигаю вот сюда. И, конечно, надо склеить между собой все края. И вот что получается. И также я поступаю снизу. Вот такие красивые обрамленные стразы получаются. Здесь у меня еще есть вот такие каплевидные. Их я буду приклеивать вот сюда. У меня есть вот такие капли и вот такие капли. Вот эти побольше я буду приклеивать сюда, а вот эти поменьше буду приклеивать вот сюда. Наношу клей. Также клею даю немного загустеть. И сразу можно сюда наносить клей, чтобы он тоже успел немного закрепиться. Здесь я наношу клей и на филигрань, и на цепочку. С одной стороны и с другой стороны. Так, здесь у меня тоже закрепилось. И вот так вот укладываю. И также поступаю с нижней стороны. И также сверху и снизу я подклею маленькие капельки. Вот сюда и внизу. Острием вверх. И, соответственно, внизу острием вниз. Между стразами я подклею вот такие круглые стразы. У меня они будут белого цвета, так как они мне идеально сюда подходят. У меня это 16 номер. Но вы смотрите, в зависимости от того, какие стразы вы здесь приклеивали, подбирайте размер свой.
И также нанесу клей вот сюда и подклею стразы. Они будут также поддержкой для вот этих страз, которые у меня неровный низ у них. Как бы делаем стеночки. Вот так пододвигаю. И также у меня есть мелкие вот такие красные стразы. Их я тоже буду использовать. Добавлю совсем чуть-чуть. Здесь я использую стразы двух тонов. Одни темнее, другие светлее. И вот они так красиво играют. Также добавлю вот сюда, чтобы не было сильных таких углов перехода. Я вот добавляю стразы и за счет этого сглаживаю. Вот, посмотрите, маленький страз, но как все он туда прямо сочетается. Прямо туда вот просится. С одной стороны и с другой стороны. Конечно, здесь можно добавить еще страз. Вот сейчас я посмотрю. Только надо делать очень аккуратно, чтобы не переборщить. Здесь они будут совсем маленькие. Так, не приклеилось. Сразу убираем, так как страз уже испачкался. Он нам уже испачканный там не нужен. Так, сейчас приклею с этой стороны. Убираю стразы. Стразы я всегда высыпаю вот на такую бумажку и потом обратно их в пакет. Очень удобно сыпать, не надо пальцами их трогать. И вот что у меня получилось. Мне очень нравится полученный результат. Так, только забыла одну вещь. Надо подрезать краюшки. Я всегда подрезаю сначала чуть-чуть подлиннее. А если потом меня не устраивает, то подрезаю еще. Вот, мне вполне годится. И вторую часть. Так, убираем клей с рук. И вот что у меня получилось. Конечно, перед тем, как упаковать шары и отправить клиентам, я всегда все это чищу салфеткой мокрой, чтобы все стразы блестели. И вот вы видите готовый результат. Мне очень нравится сочетание именно двух темного и светлого цвета, красного оттенка и, конечно, золота. А на сегодня все. Надеюсь, урок был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Завтра будем декорировать следующий шар. Пока-пока.